Всем привет! Вы смотрите интервью с тренером нового состава Нави Андреем Магом Чепенко. Лебеди! Пусть они сюда придут. Здравствуй. Привет. Конечно, непривычно слышать сочетание своего имени и никнейма и слова «тренер». Да, но мы об этом поговорим. Прежде чем мы будем говорить о Нави и обо всем, что происходит сейчас, мне бы хотелось немножко откатить время назад и поговорить о том времени, когда тебя пригласили играть в азиатский регион. Вот, расскажи, как это вообще было, и расскажи об этом опыте. Ну, на самом деле получилось все достаточно спонтанно. Помню, что оставался это месяц до конца ростерлока, и я получил такое необычное предложение поехать в Малайзию, играть за Минески вместе с Муши. И, наверное, вот все это как бы вместе, во-первых, в одном предложении Минески, Муши и Малайзия очень необычно, но меня это заинтересовало в первую очередь, потому что Муши был капитаном этой команды, и я очень уважал его как игрока, и для меня было как бы очень интересно попробовать поиграть с ним вместе. Но это был действительно самый мой необычный опыт в карьере. Из того, что я вынес, я очень много для себя взял именно из игры Муши. Да. Вот он как капитан, как лидер в СНГ, на самом деле, в этом плане вот тоже как бы дефицит. Это все знают. И мне было очень интересно поиграть именно с таким человеком, с настолько сильным лидером. Я для себя в этом плане, да, очень многое узнал. То есть в плане вот игры тоже он очень многому где-то обучил за то время, которое мы играли вместе. После того, как ты вернулся в СНГ регион, около года ты играл в нескольких коллективах, но как-то вот не получилось прижиться, да, к какой-то команде, не получилось с составами. Что вообще происходило в этот период? Ну, на самом деле, начнем изначально. То есть у меня как-то не получилось, возможно, попасть именно в тот коллектив, который мне бы хотелось. Начал этот сезон в команде «Эффект». Мне поначалу как бы очень понравилось общение с ребятами, все такие позитивные. Но после того, как у нас не получилось пройти, там была вот эта волна отборочных, которая длилась там 2-3 недели, мы никуда не прошли, тоже где-то были там, допустим, в шаге от того, чтобы пройти. После всего этого было много разногласий, как отличалось какое-то видение игры. И я на тот период для себя лично понял то, что, возможно, стоит взять даже какой-то перерыв, подождать каких-то еще там других вариантов. Моя ошибка, наверное, была в том, что я мало проявлял инициативы. Можно было, как тот же Богдан Айсберг, собрать коллектив самому. Тем более, что было очень много свободных, сильных игроков. Я просто, такой, ну, как будто, знаешь, все время уделял тренировкам, но нужно было немножко больше времени уделить тому, чтобы больше пообщаться с другими игроками и попробовать самому сколотить состав. То есть я ждал какой-то погоды с моря, и это было моей главной ошибкой. Расскажи о том, как ты видишь современную мету и вообще куда будет двигаться Дота в этом сезоне. Ну, ты знаешь, пока что непонятно, потому что в ближайшее время я почти уверен, что должен выйти большой патч. Объективно, после International мало что поменялось. И таких каких-то еще глобальных обновлений не было, и все ждут патча. То есть он будет либо же, возможно, после каких-то первых отборочных, то есть перед каким-то уже крупным турниром, там, перед первым мажором, возможно, либо же можно ждать патча даже в ближайшее какое-то время, там, ближайшую неделю. То есть, но я почти уверен, что патч будет, и он поменяет очень многое. Конкретно сейчас мета такова, что, во-первых, уже, да, многие команды понимают, как играть. Сейчас Dota такова, что у тебя очень размытое понятие керри и оффлейнера. Обычно у тебя даже оффлейнер имеет намного больше фарма. Плюс, как мы можем заметить, сейчас даже стандартный пул игроков на оффлейне очень сильно поменялся. Сейчас часто пикаются герои, которые могут пойти на 2, а то и на 3 линии. То есть по типу того же, допустим, Клинкза, да, который может пойти на 3 линии, Вивер, который минимум на 2 может пойти в оффлейн и в сейфлейн. То есть это делает твой драфт гибким и создает возможности для твоей команды в дальнейшем, так сказать, запутать немного врага и выбрать, имея особенно ласпик, ты уже сам выбираешь, куда тебе выгоднее поставить того или иного персонажа и взять какого-то героя ласпиком, который выиграет тебе игру. Как получилось так, что ты попал в Нави в качестве тренера?
Впервые за долгое время я начал проявлять сам инициативу. Да, я до этого привык, что в свои, так сказать, лучшие годы у меня была куча предложений, мне не нужно было париться, я играл с теми, с кем хотел. А сейчас, после неудачного сезона, я понял, что нужно самому проявлять больше инициативы. И я подумал, что почему бы действительно не попасть в один из коллективов, который мне будет больше всего импонировать в качестве тренера. То есть мне будет приятно общаться с игроками, я сам тоже буду прогрессировать, и при этом всем буду что-то приносить в команду, то, чего им не хватает, и помочь ребятам отобраться на большее количество турниров. Мой взгляд пал на Нави, в первую очередь, после анонса, когда там был Акбар. То есть я с ним уже играл ранее, мы с ним нашли общий язык. В моем понимании, это одна из лучших пятерок. И тот самый лидер, у него очень хорошие есть лидерские качества, которых не хватает многим игрокам. То есть в СНГ, это не секрет, потому что действительно у многих команд проблема с наличием капитанов. Где-то есть несколько игроков, которые делят между собой эти обязанности, как у Винстрайк. Но для некоторых коллективов это просто неприемлемо, и где-то нужен один лидер, который, чтобы остальная команда уже подстраивалась под него, под его видение игры. Я сам написал, и как-то получилось достаточно быстро, пообщался с менеджером, там на следующий день буквально меня пригласили уже в офис Нави. На текущий момент конкретно Акбар и Кристаллайз, они очень сильны, талантливые, это однозначно будущее Нави. То есть они не только одни из лучших игроков СНГ, как по мне, они одни из лучших игроков в какой-то степени даже на своих позициях во всем мире. По крайней мере, имеют потенциал ими быть. Остальным ребятам еще, мне кажется, немножко предстоит набраться какого-то такого опыта, игры в профессиональных командах и именно игры на тир-1 каком-то уровне. Для Magical, он вообще в таких серьезных коллективах пока еще не играл. Можно сказать, что он пока что еще такой игрок из паба. То есть то, как он мыслит, это типичный пабер, то есть и нужно его пока что еще во всех аспектах направлять, объяснять ему, как лучше, то есть потому что не хватает этого еще понимания командной игры. Обязанности тренера в киберспорте довольно такие размыты. Кто-то делает упор на драфты, кто-то делает упор на моральную составляющую, а кто-то факинмет. Какой курс выберешь ты? Я имею понятие, что делал факинмет для своей команды. Я тоже общался с Ромой Резолюшным, который играл почти полгода тогда в команде ОГ. Он мне рассказывал, как Себастьян помогал игрокам. То есть у меня есть понимание приблизительно, и есть понимание, то, к чему мне еще стоит стремиться. То есть, допустим, он очень много времени уделял на то, что он даже сам играл на разных ролях в пабе, на миде, на суппорте, для того, чтобы помочь своим игрокам в понимании раскачки билдов на том или ином герое. То есть даже приду пример, что какие-то герои набирали популярность, как это часто бывает, меняется мета, и он сам, допустим, мог отыграть 10 игр на каком-то оффлейновом Брейскинге, который сейчас в мете, для того, чтобы потом своему оффлейнеру четко рассказать, подсказать, как лучше, как он видит. У меня есть поддержка, так как в команде есть менеджер, Игорь, который тоже очень отлично ладит с игроками и который где-то в таких моментах может помочь поддержать. То есть от меня больше требуется задачи, все, что связано с игрой. В доте тренер, это полноценный шестой игрок, который на турнирах присутствует в кабинках. Мы неоднократно видели то, что команды тир-1 уровня используют тренеров даже в помощи драфте. Не то, что там тренер стоит, подсказывает, тренер прям сидит и пикает, то есть общаясь с командой, то есть берет на себя дополнительную какую-то ответственность, разгружая игроков. Пока я стараюсь делать то, что на текущем этапе для команды важно и нужно. Мы, как я уже тоже говорил, пока не работаем всего лишь неделю. Для меня это тоже новый какой-то опыт. На текущий момент помогаю по драфтам, стараюсь следить за лайнингом, советую ребятам, иногда где-то, не то что заставляю, то есть, но подаю идею, что стоит, возможно, какие-то матчапы потренировать, потому что в доте сейчас, помимо драфта, эти стояния 2 на 2 тоже невероятно важны. Как думаешь, Идану в этом сезоне будет сложно? Объективно на него, мне кажется, больше всего давления, потому что от него ожидают многого. И вообще сейчас позиция мида, она, мне кажется, как роль, она тяжелее всего. Потому что вернулось, опять же, это противостояние 1 на 1, и там очень сильно решают твои личные, так сказать, навыки и качества. Все, что нужно Идану, это много тренироваться, и мне кажется, что он еще покажет, сможет показать, так сказать, раскрыться, показать свою игру. Объективно он очень перспективный парень, у него очень хороший пул в текущей мете, и
И я думаю, что у нее все получится. Расскажи вообще о вашем графике работы. Как вы тренируетесь, на чем вы делаете сейчас акценты и что в ближайшее время стоит ожидать от Нави? Ну, как уже многие болельщики видели, пока что первые отборочные Open Quali на мажор мы провалили. Расстроились? Не, конечно. Акбар очень сильно был тоже расстроен. На тренировках у нас намного лучше получалось. И вот мы встретили более-менее сильную команду, и как-то вот где-то такое впечатление, даже то, что да, кто-то из игроков где-то немножко, возможно, перенервничал. То есть, не знаю, как-то вот не задалась игра. Было сделано много выводов. На следующий же день продолжались тренировки. То есть вот 2 дня мы вчера и позавчера тренировались. Мы достаточно много разбираем то, как мы будем драфтить. То есть с позиции first пика, с позиции, когда у нас double пик. Это очень важно, чтобы было, ну, вот у того же Акбара, чтобы было четкое понимание и видение. То есть мы это обсуждаем вместе с командой, кто как видит. То есть у нас есть, допустим, на текущий момент там, да, 3-4 различных раздрафта, допустим, когда у нас double пик. И, в принципе, это все команды, вот такие какие-то моменты, это базовые, фундаментальные, которые вот тебе нужно определиться, играя какие-то важные вот отборочные, либо же на каком-то турнире. То есть вот сейчас мы работаем над этим. Мне очень сильно замотивировал вот сам этот прошедший International, команда ОГ, Fucking Matt, который вот так вот, да, с позиции тренера. Вообще, по факту, вот так вот со стороны посмотреть, то есть он на протяжении там чуть ли не 2 лет, да, в команде ОГ действительно наносил очень большой импакт. Команда показывала хороший результат. При этом он занимал еще и топовые строчки в ладере. То есть у него в какой-то момент, это я помню, ну, смешно, то, что Резоль там в Твиттере писал, то есть у тренера был рейтинг больше, чем у любого из команды. То есть, ну и объективно там был какой-то период, я со стороны наблюдал, то, что он играл действительно лучше. То есть, ну, есть к чему стремиться. То есть я мотивирован и знаю, что мне есть к чему стремиться, еще над многими моментами нужно работать, чтобы команда Нави, так сказать, тоже вышла вот на этот тир-1 уровень. То есть нам предстоит еще много работы, и я надеюсь, что у нас это получится. Андрей, спасибо тебе за уделенное время. Это было замечательное интервью. Я желаю вам удачи в подготовке. Будем ждать результатов. Спасибо. Я надеюсь, что у нас все получится. И да, болейте за нас, поддержите ребят, потому что для многих парней это действительно такой первые серьезные команды, и поэтому они нуждаются в вашей поддержке.